Привет, народ! Это Тостер. У нас реальные обзоры и тесты, и поэтому всегда много интересного о домашней технике. Вот уже стирает стиральная машина. Тестируем ее, изучаем эту новинку Haier. Посмотрим, что она из себя вообще представляет. И, между прочим, разыграем ее, если, конечно, все будет нормально по итогам этой стирки. И чтобы все стало понятно, и с машиной, и с розыгрышем, просто досмотрите видео до конца. Это самый правильный путь. Поехали! Давайте для начала посмотрим на нее, и кое-какие главные рабочие параметры я озвучу. Это узкая модель, глубина 44 сантиметра. Это вот по корпусу. Еще немного, конечно, дают сзади шланги. Плюс не забывайте, что люк загрузочный, он тоже должен открываться, и для этого нужно место. Загрузка заявленная довольно большая, до 8 килограммов. Но в случае с узкими машинами я особенно всегда подчеркиваю, что по загрузке, как говорится, все относительно. Только уже используя конкретную модель, вы поймете, какова реальность в этом плане. Одно дело маечки, брючки, шортики, рубашечки, а другое постельное белье, какие-то большие покрывала, шторы. Это все по-разному чувствует себя в барабане, по-разному себя ведет. По-разному в итоге и стирается, даже отстирывается. Ну и про мотор сразу скажу вначале. Это самый современный вариант мотора, который сейчас может быть в стиральной машине. Прямой привод, безременный, бесщеточный, плюс инверторный контроль мощности. Это меньше изнашивающихся элементов, а значит долговечность. Гарантию на мотор Haier дает пожизненную. Объясню. Срок службы стиральной машины по нормам нашего законодательства 7 лет. Но очень часто машина работает дольше. И вот пока она у вас будет работать, мотор на гарантии. Это нам в Haier подтвердили. То есть мы не упираемся в 7 лет, а перешагиваем этот срок и, что называется, стираем дальше. Да, это вот то, что прямо сразу, согласитесь, бросается в глаза. Яркий такой, сочный, современный дисплей. Причем сохранили здесь и классический, привычный всем выбор программ поворотным программатором. Но благодаря вот этим иконкам цветным, как-то сам процесс выбора стал круче, интересней, моднее, в конце концов. Сейчас многие в комментариях, я понимаю, напишут: чувак, какая разница, главное, чтобы стиралка стирала. Ну вот не согласен. Если главное, чтобы стирала, знаете, стирает и ведро с мотором 70-го года прошлого века. Современная техника должна приносить удовольствие от использования. Вот это юзабилити, комфорт во время эксплуатации, это все должно быть на высоте. Тем более не сказать, что эта стиральная машина, знаете ли, стоит 3 копейки. Нет, не стоит. А раз так, то тем более, когда платишь больше, хочется, кроме таких вот, понятно, основных функций, надежности, все же больше удобства, дизайна, красоты от техники. И вот этот цветной дисплей – это как раз об этом. Хватит уже пользоваться некрасивой и неудобной техникой. Кстати, у нас версия модели белого цвета, а еще есть серебристая. 2 варианта всегда лучше, чем один. Не буду мучить вас рассказом обо всех программах стирки, которые тут есть. Довольно широкий выбор на самом деле, и все, что нужно, присутствует. И быстрые циклы, и для синтетики есть программы, и для вещей из смешанных тканей цикл, для повседневной стирки. Это вот когда не сильно грязные вещи. Ссылку мы оставим на модель в подписи к видео внизу. Изучите, если станет интересно, покопайтесь. Остановлюсь на самом таком занимательном. Обработка вещей ультрафиолетом. Как это работает? Для чего это нужно? В машине в нижней части бака установлен генератор ультрафиолетового излучения типа С. Это коротковолновый ультрафиолет. Работает все это только во время стирки, когда в баке есть вода. Специальные тесты, которые Haier проводили, не выявили утечек излучения за пределы машины. Это важно, многие боятся. Излучение генерируется и во время стирки повреждает молекулярную структуру ДНК и РНК бактерий, аллергенов, вирусов. В результате фотохимического такого повреждения они
теряют способность размножаться. Одновременно ультрафиолетом обрабатывается и часть внутреннего пространства элементов самой машины, чтобы не развивалось ничего ненужного, никакой патогенной микрофлоры. Польза прежде всего в дополнительной гигиене и безопасности в этом плане. И эту программу я бы, наверное, советовал для детских вещей, например, для постельного еще белья. Загрузка тут, кстати, полная, возможно, если речь именно о хлопковых вещах идет, до 8 килограммов. Ультрафиолетовое излучение эффективно против множества вообще бактерий, вирусов, в том числе очень эффективно против различных разновидностей COVID-19. Думаю, для многих это все еще очень важные моменты. Данные одного из недавних исследований, ссылку на него мы оставим, если что, в подписи внизу под видео, говорят, что полное уничтожение вируса COVID ультрафиолетовыми лучами типа С наступает через 10-20 минут воздействия. Здесь, в стиральной машине, около 30 минут эта обработка происходит. А кому мало, можно еще пар добавить, чтобы еще чище вещи стали, и замятостей, и заломов на них почти не осталось. В этой стиральной машине вы можете добавить обработку вещей паром к определенным циклам стирки. А именно хлопок, синтетика, смешанные ткани, детская одежда, ультрафиолетовая обработка, гигиена ежедневная. В этом случае пар будет работать во время стирки. Это, опять же, дополнительная гигиена, потому что аллергенам, микробам, бактериям по большей части хана. Плюс, повторюсь, пар в некоторой степени разглаживает вещи, когда используется в конце цикла. Будет легче гладить. Особенность. Здесь, в этой стиральной машине, есть отдельный цикл освежения вещей паром. Тен создает пар, и он воздействует на вещи. Ну и, соответственно, одежда освежается, могут быть запахи удалены. После того, как вещь долго пролежала в шкафу, можно ее освежить. Или стирать ее еще не нужно рано, или вообще не рекомендуется машинная стирка. Программа рассчитана на небольшую загрузку, килограмм вещей. То есть это могут быть буквально пара вещей, которым требуется такое деликатное освежение. Неприятно, согласитесь, когда любимая вещь испорчена какими-нибудь случайными дурацкими пятнами или пятном. И вот тут, в этой стиральной машине Haier, есть технология, которая помогает справляться с такими неприятными неожиданностями. Косметика, трава, пот, вино, кровь, земля, загрязнения могут иметь разную природу происхождения. И для их максимально эффективного отстирывания нужны все-таки немного разные условия. Чтобы энзимы моющего средства, разрушающие загрязнения, работали максимально эффективно, температура на определенном этапе стирки будет чуть ниже 40 градусов. Для каждого типа загрязнения она немного отличается. Плюс оптимизируется время замачивания, интенсивность вращения барабана, то есть такого механического, воздействия на вещи. Подобные технологии в стиральных машинах, они позволяют не замачивать вещи часто предварительно или не использовать специальные средства пятновыводителей, частое воздействие которых на волокна тканей могут привести к их преждевременному какому-то износу. Перед тем, как будем двигаться дальше в рассказе об этой стиральной машине, хочу все же обозначить важный момент. Результат стирки, в том числе и эффективность отстирывания пятен, это все-таки такая всегда зависимость от конкретных условий. Насколько сильно въелась грязь там, как давно появилось пятно, какое конкретно моющее средство используется. Чудес от стиральной машины ждать не нужно. Но во многих случаях она справится. Опцию отстирывания пятен можно добавлять к некоторым циклам стирки. Барабан Pillow – это фирменная разработка Haier. У барабана такая рельефная внутренняя поверхность, выступы напоминают по форме подушечки. Смысл в том, чтобы чуть приподнять вещи над поверхностью барабана, чтобы они легко скользили по ней. Тем самым стирка получается максимально бережной. Тут, кстати, еще диаметр отверстий в барабане очень маленький. Для воды или моющего раствора это окей, а ткань в них вряд ли попадет. Это все
что тоже про бережную стирку. При этом адекватное такое механическое воздействие на вещи, которое тоже важно при стирке, оно сохраняется. И вот этот вот симбиоз в итоге обеспечивает стирку класса А. Проще говоря, результат норм. Еще барабан тут с подсветкой. Ну, такая, знаете, мелочь, приятно. Так и хочется пошутить про вечную проблему разделенных друг с другом носков. Ну вот да, тут меньше шансов что-то не увидеть, забыть в стиральной машине. Все главное рассказал об этой стиральной машине. Еще аквастоп – это защита наливного шланга. В случае его повреждения подача воды будет перекрыта. Не зальете ванную комнату, ничего не протечет к соседям. Кстати, мне, честно говоря, всегда было интересно, у кого-нибудь это все хоть раз срабатывало и спасало, вот аквастоп? Мне кажется, в городской квартире редко случаются подобные ситуации. Разве что где-то за городом, где, например, может резко измениться давление воды в системе. Welcome в комментарии, рассказывайте. И да, пока я вам все это рассказывал о ней, стиральная машина же стирала, как вы, наверное, заметили. Мы залили вещи красным вином, дали им немного подсохнуть и потом постирали, используя цикл для смешанных тканей и добавив к нему опцию отстирывания пятен, выбрав, соответственно, вино. В итоге машина справилась, следов пятен по окончании стирки мы не нашли. Конечно, если бы мы подождали год, отстирать вино было бы, наверное, гораздо сложнее. Но знаете, не стоит ждать год, если есть возможность, стирайте в таких случаях, не затягивая. Тостер рекомендует эту стиральную машину Haier к использованию. Мне она нравится. Современные интересные технологии стирки. Интерфейс пользовательский, он удобный. Несложное управление, даже приятное такое, благодаря вот этому цветному большому дисплею и классическому выбору программ поворотным регулятором. И отстирала нормально, справилась. А раз так, не стыдно эту стиральную машину разыграть. Условия простые. Подписка на наш канал на YouTube, подписка на нас в ВК и там же в ВК подписка на Haier, ссылки на все под видео. Делайте репост этого видео у себя на странице в ВК и в комментариях к этому видео тут на YouTube оставляйте ссылку на этот репост или ваше ВКшное ID. Важно, чтобы у вас был открытый, видимый всем профиль в ВК и сам репост тоже должен быть открытым постом. Далее в стриме в конце лета или в начале осени мы найдем победителя через случайный алгоритм выбора комментариев. И везунчиком может стать любой из вас в случае соблюдения всех обозначенных условий. Они, кстати, продублированы еще в подписи к видео. Важный момент – доставку мы сможем организовать только по территории России. Когда точно состоится розыгрыш, заранее проинформируем во всех наших соцсетях и в сообществе канала на YouTube. Удачи! Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто рассказываем, как она реально работает. Ставьте лайки и делитесь этим видео в рамках розыгрыша или просто с теми, кому нужна новая стиральная машина. И приходите в комментарии, конечно. До новых обзоров и тестов.